Всем привет! Мы продолжаем рассматривать новинки от производителя XO Models в моей коллекции, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать еще один американский сидельный тягач. Это Ford Aeromax, который копирует прототип 90-х годов, и эта модель уже снята с производства, хотя она все еще встречается в открытой продаже. Сейчас у XO такой Ford Aeromax предлагается в другом варианте окраски, грузовик голубого цвета металлик, и у него немножко другой орнамент на боковинах. И также такая модель выходила в рамках регулярной журнальной серии во Франции и в Испании. Там грузовики отличались цветом. Один грузовик был синего цвета, второй был красный с белой полосой, если мне не изменяет память. И эти модели тоже встречаются в продаже на аукционах. Правда, по цене они стоят дороже, чем модель от XO Models, плюс доставка. И в итоге цена на модель из журнальной серии может достигать около 80 евро. Что касается моей коллекции американских траков, то она пополняется постепенно. Я большой поклонник этих автомобилей, об этом неоднократно упоминал в своих видеообзорах, и постараюсь вам показать все модели, которые вышли у XO Models. Давайте не будем медлить, распакуем коробочку, посмотрим на этот замечательный грузовик поближе, и для сравнения вам приготовил еще несколько фордов сидельных тягачей, которые есть в моей коллекции. И здесь модель поставляется в боксе среднего типа. Я вам показывал, чем отличаются коробочки в предыдущем видеоролике, и на нижней стороне упаковки есть различная информация, с которой можно ознакомиться. Указан официальный сайт данного производителя, и также есть страничка в Фейсбуке. Наклейка с артикулом, по которому можно найти модель в интернете. Указан прототип Ford Aeromax, и модель копирует настоящий грузовик 90-го года. Давайте распакуем коробочку. Посмотрим, есть ли какие-то видимые дефекты у этого грузовика. Я модель еще не распаковывал. Она также здесь крепится изолентой, чтобы не повредилась при транспортировке. И помимо колпака также присутствует вот такой фиксационный блистер. Очень симпатичный сидельный тягач, красивая окраска. И я выбирал долго грузовик, и сначала хотел взять синий вариант, но потом решился взять первый выпуск красного цвета, благо в продаже они все еще попадаются, и цена на эти модели варьируется от 30 до 35 евро. В Европе, в России, возможно, эти грузовики стоят немножко дороже. Тоже можете в комментариях написать, сколько стоит данный грузовик в вашей стране. Рабочее седло. Также присутствуют перекидки, хромированные выхлопные трубы, они довольно высокие. Также у грузовика очень симпатичный спальный отсек, это отдельная пластиковая деталь. Кабина сделана из металла. И из пластика также сделан передний бампер и боковые обтекатели. Поручни здесь в хроме в виде отдельных элементов, довольно ажурно сделаны зеркала заднего вида, дворники из фототравления, правда они уложены не очень аккуратно, и мы видим, интерьер здесь тоже окрашен. Сиденья темно-серые, панель приборов также окрашена в цвет сидений грузовика, и здесь виднеются различные органы управления. Что мне понравилось на этом грузовике, это габаритные огни на крыше, их сделали в виде отдельных прозрачных пластиковых деталек. И это несомненный плюс, потому что в основном такие элементы окрашиваются просто краской. Также присутствует антенна, клаксоны, солнцезащитный козырек. Установили регистрационные номерные знаки спереди и сзади. А вот задние фонари здесь почему-то просто обозначили красной краской. Можно было их сделать тоже в виде отдельных прозрачных элементов. Вполне хорошие колесные диски. Диск обут в резиновую покрышку. У покрышки присутствует протектор, правда отсутствует боковая маркировка. И теоретически можно заменить резину на аналог от Maestro Models, но у меня резина уже закончилась, во-первых, и во-вторых, она будет низкопрофильная. Здесь все же шины большего диаметра, поэтому я оставлю покрышки в первозданном виде на своем грузовике, и возможно потом Maestro выпустит подходящую резину под грузовики от XO Models, потому что их многие люди просили об этом, и тогда уже я буду рассматривать их к замене. Хромированная облицовка радиатора, хорошо сделана светотехника, отсутствуют черные точки, так называемые рыбьи глаза. В бампере присутствуют противотуманные фары,
Также довольно аккуратно сделаны надписи Aeromax и Ford LTL 9000. И у Ixo это не единственный Aeromax, который выходил в 43-м масштабе. Также у них выходил предшественник этого грузового автомобиля, Ford LTL. Я тоже вам его покажу. Он у меня в красном цвете. И у Ixo этот грузовик уже выходил во многих вариантах окраски. И также был похожий Ford, только с другим спальным отсеком. Он был немножко повыше, и там были, по-моему, окошки на передней части. Тоже вполне хороший грузовик, довольно тяжелая масштабная модель. Здесь массивная металлическая кабина. Спальный отсек сделан все так же из пластика. Детали из пластика не отличаются по цвету от металлических деталей. Это тоже хороший, скажем так, фактор, потому что на многих моделей от костромских брендов пластик все же отличается по тону от металлической детали. И эти модели изготовлены в Бангладеше, а не в Китае. По размеру грузовики примерно одинаковые. И покажу вам еще один Ford Aeromax в 43 масштабе от производителя Schuko. Это довольно старая модель, она уже не выпускается, и я в продаже ее за последнее время не видел. И, конечно, этот грузовик сделан немножко проще, чем модель от Ixo, но не стоит забывать, что этому грузовику очень много лет. И здесь один из плюсов — это откидывающийся капот и вполне хорошая проработка моторного отсека. Солнцезащитный козырек уже отлит вместе с кабиной грузовика. Также присутствуют клаксоны на крыше, габаритные огни, правда, они в хроме, и сами лампочки обозначены просто прозрачным лаком. Интерьер здесь из черного пластика, окрашенного в массе. Тоже имеются поручни, правда, они более толстые. Зеркала заднего вида. Облицовка радиатора. Тоже вполне хорошая светотехника. Колесные диски здесь чуть меньше по диаметру, а покрышка имеет более высокую боковую стенку. И покрышки мне больше нравятся у модели от Schuko. А колесные диски у модели от Ixo Models. Задние фонари из прозрачного пластика. Вот так выглядит нижняя часть. Указан производитель, масштаб 1 к 43 и модель изготовлена в Китае. Могу вам показать еще раз модель от Ixo Models. Единственное, что мне не нравится на этих сидельных тягачах, это задний мост. Вы можете видеть, он разрезан, и здесь, получается, виднеется металлическая балка. Можно было как-то обыграть этот момент и сделать разрез в другом месте. Ну, еще раз посмотрим на грузовик с разных ракурсов. И вы в комментариях можете написать, какие грузовики от Ixo Models собираете вы. Возможно, европейские траки. У меня их не так много. Я вам показывал MAN от Ixo Models. Есть еще модель Mercedes. Я ее тоже покажу как-нибудь в одном из видеообзоров. И есть старый Magirus, если не изменяет память. И больше моделей европейских сидельных тягачей от Ixo Models в коллекции я не имею. А американские траки стараюсь покупать по возможности. И вышли недавно еще новинки. Я просто их не купил, жду, когда грузовики выйдут в других вариантах окраски, потому что есть такие варианты, которые мне не очень нравятся. И когда выйдет подходящий для меня вариант, я тоже его приобрету и, соответственно, сделаю на эту модель видеообзор. Поэтому не беспокойтесь, все грузовики будут в видеороликах на моем канале. Если вам понравилось данное видео, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.